Вы можете учить испанский годами, но потом зайти в обычную мясную лавку в Испании и понять примерно ничего. Потому что испанцы здесь не разговаривают учебным испанским. Они советуют, уговаривают, перебивают, предлагают вот это тоже взять. И если вы к этому не готовы, разговор становится странным и даже напряженным уже на второй фразе. Сегодня разберем, как реально выглядит диалог в испанской мясной лавке. Причем так, как это происходит в жизни. Сохраните это видео, потому что такие диалоги реально спасают жизни. И если вам нравится такой формат живого испанского, подпишитесь. Представьте, вы заходите в небольшой мясной магазинчик в Испании. Перед вами очередь, мясник что-то быстро говорит. И при этом пытается еще продать вам половину магазина. Поехали! Carnicero. Hola, guapa, ¿qué te pongo? Привет, красавица! Что тебе предложить? Hola, dame 3 pechugas de pollo, por favor. Клиент. Дай мне, пожалуйста, 3 куриные грудки. И вот это «que te pongo». В Испании вы это услышите намного чаще, чем привычное для иностранцев «que quieres comprar». Дословно фраза «que te pongo» переводится как «что тебе положить». И обратите внимание, испанцы очень часто говорят «dame», сразу переходя на «ты» и в указательном наклонении. Для иностранцев это иногда звучит грубо, но местные даже не обращают на это внимания. Поэтому в бытовой среде в Испании это считается абсолютно нормальным. ¿Es para hacer a la plancha o para rebozar? Это для приготовления на электрогриле или для панировки? Pues para la plancha, creo. Ну, на гриле, наверное. Обратите внимание, как быстро мясник начинает уточнять, что именно вы будете готовить, потому что дальше он будет предлагать вам идеальный вариант мяса под это блюдо. Здесь вам будет полезно запомнить. А la plancha – приготовить на сковороде, либо электрогриле, rebozar – обвалять в сухарях и пожарить. Vale. Mira, me acaba de llegar este conejo. Está espectacular. Хорошо. Слушай, мне только что привезли этого кролика. Он просто потрясающий. Выражение «me acaba de llegar» – очень живая разговорная конструкция. Не «lo he recibido hoy», а именно «мне только что привезли». Испанцы очень любят продавать через свежесть, доверие, личную рекомендацию. Кстати, если вы только недавно переехали в Испанию, вас может удивить одна вещь. В обычной мясной лавке здесь очень легко найти кролика, индейку, перепелку, курятину, разные части свинины и говядины. И особенно на праздники здесь очень часто предлагают баранину и козлятину. А вот некоторые привычные продукты, которые легко купить в странах СНГ, в Испании иногда приходится искать специально. И да, кролик здесь самое обычное простое мясо, которое используют для риса, паэльи или любых других домашних блюд. Bueno, no sé. Ну, не знаю. Это вообще классика, когда человек уже чувствует, что сейчас ему начнут что-то продавать. И всячески пытается уйти от ответа. Pues entonces llévate este filete, sale mucho más jugoso. Ну тогда возьми этот филе, он получится гораздо сочнее. ¿Sí? Правда? Sí, sí, y además me acaba de llegar esta mañana. Да-да, к тому же его только привезли сегодня утром. И вот это тоже очень типично. Sale jugoso, sale bueno. Испанцы постоянно используют глагол salir – выходить, когда говорят о том, как в итоге получится что-то, либо, как в данном случае, блюдо. Hmm. Llévate un poquito, ya verás qué bueno sale.
Возьми немного, увидишь, как вкусно получается. Я verás. Одна из тех фраз, которые невозможно с легкостью перевести дословно. Здесь пытаются передать эмоцию, потому что по ощущению это скорее похоже на «вот увидишь, потом вспомнишь мои слова». Pues vale. Ponme 3 filetes de un dedo de gordo. Ладно, дай мне 3 филе толщиной с палец. И вот это уже супер бытовая ситуация из жизни в Испании. Потому что испанцы действительно уточняют толщину мяса, как нарезать, стоит ли отделять от кости. И обычно мясник все это делает прямо при вас. При этом же это еще и очень удобно. Claro, hazme caso, para los niños va genial. Конечно, поверь мне, детям очень нравится. Hazme caso. Дословно «сделай мне», случай, момент и так далее. Но по смыслу «доверься мне», «послушай меня». Причем в Испании это звучит абсолютно нормально и даже дружелюбно. Bueno, luego te digo a ver qué tal. Ладно, потом расскажу, как получилось. A ver qué tal. Тоже супертипичная разговорная конструкция. Испанцы ее используют постоянно, когда речь идет о впечатлении, результате или каком-то опыте. ¿Querrás un poco de muslos de pollo? Не хочешь немножко куриных окорочков? Están deshuesados y los puedes hacer a la plancha, al horno o la barbacoa. Они без костей, их можно приготовить на сковороде, в духовке или на барбекю. A los niños les suelen encantar porque no quedan tan duros como las pechugas. Дети обычно их обожают, потому что они не такие жесткие, как грудки, куриные. И вот здесь начинается самый настоящий испанский дожим. Причем очень бытовой и ненавязчивый. Мясник не просто продает, он как будто советует, заботится, помогает выбрать. И именно поэтому многие иностранцы поначалу теряются в таких разговорах. Esta vez no, pero la próxima me lo pienso. В этот раз нет, но в следующий раз я подумаю. Me lo pienso. Очень естественный способ мягко не согласиться. Не прямое «no quiero», а более мягкое «я подумаю». Muy bien. ¿Alguna cosa más? Отлично. Еще что-нибудь? No, ya estoy. ¿Cuánto es? Нет, все. Сколько это все стоит? Я estoy. Еще одна супер разговорная фраза. По сути, я уже все. Pues son 15 clavados. Так, ровно 15. Clavados означает ровно, тютелька в тютельку. И это очень разговорное слово, которое постоянно используют в магазинах и в быту. Mira, lo tenía justo. Смотри, у меня как раз столько и было. Mira qué bien. Смотри, как хорошо. Вот эти маленькие «mira», «que bien», «claro» создают то самое ощущение настоящего живого испанского разговора. El ticket te lo he puesto dentro de la bolsa. Квитанцию я положил тебе вовнутрь пакета. Muy bien, gracias. Отлично, спасибо. Gracias a ti. Hasta la próxima. И тебе спасибо. До следующего раза. И обратите внимание, даже самая обычная покупка в Испании– это почти всегда маленький разговор. Не просто взял и ушел, а именно общение. Теперь давайте сделаем то, на чем чаще всего и появляется как раз то самое ощущение прогресса. Вы прослушаете весь диалог целиком. Уже в нормальном темпе, как это бы прозвучало в реальной мясной лавке в Испании. А ваша задача будет не переводить каждое слово. Попробуйте просто ловить знакомые фразы, цепляться за смысл и следить за ситуацией. И обратите внимание, сейчас вы уже поймете намного больше, чем в начале этого видео. Carnicero.
Hola, guapa, ¿qué te pongo? Hola. Dame 3 pechugas de pollo, por favor. ¿Es para hacer a la plancha o para rebozar? Pues para la plancha, creo. Vale, mira, me acaba de llegar este conejo. Está espectacular. Bueno, no sé. Pues entonces llévate este filete, sale mucho más jugoso. ¿Sí? Sí, y además me acaba de llegar esta mañana. Llévate un poquito, ya verás qué bueno sale. Pues vale. Ponme 3 filetes de un dedo de gordo. Claro, hazme caso, para los niños va genial. Bueno, luego te digo a ver qué tal. ¿Querrás un poco de muslos de pollo? Están deshuesados y los puedes hacer a la plancha, al horno o la barbacoa. A los niños les suelen encantar porque no quedan tan duros como las pechugas. Esta vez no, pero la próxima me lo pienso. Muy bien, ¿alguna cosa más? No, ya estoy. ¿Cuánto es? Pues son 15 clavados. Mira, lo tenía justo. Mira qué bien, el ticket te lo he puesto dentro de la bolsa. Muy bien, gracias. Gracias a ti, hasta la próxima. Adiós. Ну что, сколько фраз удалось уловить? И вот именно так постепенно и перестает пугать живая испанская речь. Как вы видите, это не то, что обычно дают в учебниках, а то, что вы слышите в магазинах, в очередях, на рынках, в мясных лавках и просто в повседневной жизни в Испании. Потому что здесь испанцы редко говорят сухо. Они советуют, комментируют, уговаривают, реагируют и постоянно добавляют что-то от себя. И чем раньше вы начинаете привыкать именно к такому живому испанскому, тем легче становится в реальных бытовых ситуациях. Если вам нравится такой формат «Испанский для жизни в Испании», у меня есть индивидуальные занятия и закрытый разговорный клуб, где мы разбираем магазины, банки, аптеки, документы, рестораны и другие бытовые ситуации, которые действительно пригодятся в жизни. А теперь мне очень интересно узнать, в какой ситуации в Испании вам сложнее всего было говорить по-испански. Обязательно делитесь в комментариях, потому что это помогает мне адаптировать контент больше под ваши нужды. Помните, что на этом канале видео выходят по вторникам и пятницам, а в разделе «Сообщество» вы найдете массу полезных слов и фраз на каждый день для жизни в Испании. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим бесплатным ресурсом для изучения испанского языка для жизни. А на сегодня я прощаюсь с вами. До скорого в эфире. Hasta pronto.